Всем привет! Сегодня у меня на сборке, обзоре и окраске крутейшая модель грузовика КРАС в самосвальном варианте. Это новая итерация модели от ИВД в новом дизайне. Раньше такая модель выходила еще в старых вариантах наборов. Но теперь у нас есть новый, с нормальной инструкцией, с интересной схемой окраски. И вообще все прям топчик. Единственное, из прикола современного времени, я вынужден заклеивать логотип, запрещенный в России в социальной сети, иначе мне Рутюб сносит видосы из-за этого. Они как-то разглядывают тут этот логотип, так что будет только ВК. При этом АВД не стесняется носить этот логотип, и им, видимо, пофиг. В общем, не знаю, у нас такие причуды времени. При этом у нас нет пасхалок, у нас КРАС на фоне какого-то азиатского города, скорее всего, Гонконг, наверное, да, или Китай, скорее всего, Китай, потому что номера синие, я, насколько знаю, в Китае синие номера. В Китае все-таки КРАС были, не знаю, дожили они до сегодняшнего времени, все-таки как помощь они в свое время, хотя нет, мне кажется, поздние КРАС уже не поставлялись в Китай. Короче, кто знает более подробную историю экспорта грузовиков КРАС в азиатский регион, тот может отметить это в комментариях. К сожалению, завода КРАС уже нету, уже от него не осталось, да, по всем понятным причинам. Такой вот огромный гигант советской индустрии. При этом эти КРАСы лет 7 назад я видел в Ростовской области. Они возили уголь прям по трассе М4 Дон. Причем почему-то именно в ночное время. Причем это реально очень большая машина. Прям ты себя чувствовал даже на большом внедорожнике, как муха под ними. На обратной стороне другие грузовики КРАС, в том числе сидельник с прицепом, топливо воска и ЗИЛы. Не знаю, как ЗИЛы связаны с КРАСом по тематике. Ну, окей, пусть будут. При этом тут есть прикол в исторической справке, она не совсем исторически достоверна. Тут они пишут, что после модернизации ресурс КРАСов возрос до 165 километров. То есть до этого, видимо, до модернизации они еще меньше ездили. Ну, видимо, тут опечатка. Вот, видимо, имелось в виду 165 тысяч километров, наверное, до какого-нибудь капремонта. Но явно не до 165 километров. Так, в принципе, я бы хотел очень сильно собрать топливозаправщик и автолестницу. Вот прикольно было бы. Сидельники, не знаю, как-то они меня так не очень сильно вдохновляют. В отличие от спецшасси. Инструкция в какой-то веке дана по-человечески в КРАСе. То есть со списком деталей. И, в принципе, можно все легко собрать. В отличие от кабин КАМАЗов, тут мучиться особо не с чем. Все легко и понятно. Да, конечно, тут хитрая система карданов, но, в принципе, в наборах от АВД можно разобраться. Не очень сложно. Например, вот я делал КАМАЗ современный, который К3, полноприводный. Вот там пришлось повозиться с карданами. Вот, и, в принципе, у нас должен кузов откидываться и подниматься. Вот такая коротенькая инструкция, небольшая модель. Ну, вернее, она большая, но собирается довольно-таки легко. И две схемы окраски нам дает костромская фирма. Это зеленый вариант, видимо, армейский. Собственно, это намекает и декали советской армии. Звезды, ну, правда, звезды я никогда не видел, чтобы были на самосвалах. Это все-таки не самолет. Не очень понятна логика, конечно, но военные номера, естественно, вполне логичны. Нет, странно, звезды, это же не истребитель какой-то, чтобы красными звездами на самосвале. Ну, технологические надписи, причем интересно, что автомобиль современной России, 21 регион. Напишите, кто из 21 региона. И второй вариант, более классический, желто-оранжевый, с оранжевым корпусом, желтой кабиной. Вот это интересный вариант. Я еще пока не определился со схемой окраски. Я еще посмотрю в интернете, какие бывали. Ну, хочется делать что-то такое. Ну, явно не военный. Не, военный как-то так. Не, военные обычно тягачи. А вот хотел самосвал сделать именно вот таким вот. Гражданским. То есть оранжевым, веселеньким, интересным. И подсборки у меня тут довольно-таки простенькие. То есть это кабина. Такая огромная кабина. Салон простой, чем-то напоминает даже МАЗ 200 по салону. Вообще, естественно, они схожи с 200 МАЗом. Блок передние крылья. То есть вот так вот одеваются они на штыре. Ну, тут эмблема КРАС даже вылита в металле. Ну и самосвальный кузов, который собирается из подрамника и имитации системы подъемников.
такой вот. И сама рама системы подъема. То есть она сделана вот так вот. Не на металлическом цилиндре, а на пластиковых 2 цилиндрах. В принципе, ну, наверное, это логично. И вот эта самая хитрая система карданов. Естественно, портит вид вот этот туннель для винтиков, историчность. При этом колеса крутятся. И передние, и задние. То есть машина может ездить. Я спилил штыри. Не знаю, мне что-то не нравится, особенно когда я грязню модель. Тем более, это же самосвал. Его надо делать пыльным, грязным. Поэтому я и спилил штыри, чтобы потом не мочить лишний раз покрышки. Потому что они просто смоются пигмент. И так вот будет выглядеть примерно готовая модель. Так что я ее отправляю в окраску. Ну, в промывку, в окраску, грунтовку. И все дальше по технологии. Так что давайте смотреть, что у меня в итоге получится и какую световую схему окраски я все-таки выбрал в итоге для этого грузовика. Чуть не забыл, покрышки. Покрышки — это всегда прикольно. Посмотрим. Вот такие огромные покрышки, вернее, они широкие. Но протектор, конечно, мог бы быть и поглубже. Да. Я напомню, что это не полноприводный грузовик. То есть передний мост не ведущий. Только ведущие 2 задних моста. Двухскатные задние колеса. Поэтому довольно-таки много колес. Ну, конечно, протектор не самый лучший. Есть надпись. Надпись ID10. На удивление, модель оказалась довольно легкой в сборке. В отличие от тех же моделей грузовиков КАМАЗ от фирмы АВД, тут вообще никаких не было проблем в сборке, стыковке, в присоединении деталей друг к другу. После сборки я вымыл модель в мыльной воде, загрунтовал аэрозольным грунтом. Я пользуюсь в основном грунтами от фирмы Куда. При этом шасси я загрунтовал черным грунтом, а кабину и кузов загрунтовал белым грунтом. И если шасси я просто покрасил в черный цвет при помощи красок от фирмы Мачете, то с кабиной я поступлю чуть сложнее. Я вначале попробую нарисовать, по крайней мере, предварительные тени. Также я эти тени нарисую и на кузове. Потому что, мне кажется, так будет машина выглядеть более выразительной и интересной, нежели без вот этих теней. Плюс иногда у меня бывают обидные непрокрасы, и чтобы их избежать, эти тени тоже помогут. Сам кузов я окрашу в серый цвет. Серый цвет очень интересен в игре теней. То есть, если я просто обычным базовым серым цветом покрываю весь кузов, то высветление я делаю чуть более светлым оттенком, просто добавляю капельку белой краски в основу. Кабину я решил окрасить в бежевый цвет, тем более в интернете очень много фотографий кразов именно с такими кабинами, очень интересные. Будет смотреться серый кузов с бежевой кабиной. Очень выигрышно будет смотреться на полке. Тем более у Мачете есть готовый бежевый цвет, называется флэш-беж. То есть бежевый полноценный глянцевый цвет. После того, как у меня высохла окраска на кабине и на кузове, я займусь уже тонировкой. То есть вначале я сделаю классическую смывку на кабине. При этом обратите внимание, что верхние грани кабины я выделил чуть более светлым оттенком базового бежевого цвета. И получается такой как бы небольшой объем у кабины. И теперь мне осталось нанести смывку. Предварительно модель смачиваю я художественным white-спиритом, чтобы смывке было проще растекаться по поверхности модели. Потом я беру уже коричневую смывку от фирмы Pacific 88. Причем именно коричневый идеально подходит под бежевый цвет, в отличие от черный. В принципе, можно было бы воспользоваться и черный, но, мне кажется, сочетание было бы не столь выигрышно в цветовом выражении. Все-таки следующий темный оттенок после бежевого — это именно коричневый, а черный — это совсем когда уже полностью отсутствует цвет. Такого, как правило, довольно-таки редко бывает. И черный он лучше подходит все-таки под более темные тона, например, под тот же серый. И я наношу смывку в углубление рельефа модели. Тот он невелик, вообще у грузовиков особого рельефа как такового нет. Надо было выделить только капот и, по сути, двери. Даю смывке подсохнуть буквально чуть-чуть, то есть буквально 5 минут. Я знаю, что многие наносят смывку и уходят буквально на день или на ночь. И потом не могут смыть лишнюю смывку, потому что она уже засохла, въелась в поверхность, особенно если поверхность матовая. То я рекомендую вначале нанести, 5 минут подождать и тут же смывать. А также я хочу состарить кузов. Все-таки кузов часто подвергается механическим воздействиям во время работы. И тут я нанесу сколы. Сколы буду наносить смесью черного и коричневой краски при помощи спонжа. Спонж, проще говоря, поролон. Тут я использую мебельный поролон. Он продается на Озоне в больших тюках.
В принципе, одного листа хватает на годы просто работы, бесконечно практически. При этом я тут применяю как и тычковые движения этим поролоном, так и движения вдоль деталей. То есть, когда случайно царапается кузов и когда по нему двигать, допустим, ковш экскаватора. Особенно я уделю внимание задней части и дну кузова, потому что по дну кузова, как правило, щебенка ездит, особенно когда самосвал поднимает кузов и по нему скатывается весь этот абразив. Будь даже это песок, даже снег, наверное, может царапать, вот насчет снега не знаю, но песок, щебенка, какой-нибудь металлолом точно будут повреждать постоянно краску. А поскольку слой краски будет слезать, поврежденный голый металл без краски, то он при первом же дожде будет моментально окисляться и давать, если уж не ржавый такой коричневый оттенок, а вот чуть-чуть темно-коричневатый. Далее я применю, опять же, смывку на кузове. У кузова очень интересный рельеф, вот эти вот ребра по бокам, и на передней части тоже интересные ребра усиления. Их интересно будет выделить той же коричневой смывкой. Хотя тут можно и черный воспользоваться, и даже очень темно-серый, но коричневый, он придаст такой больше грязи. Поэтому я не буду очень сильно убирать эту смывку. Я просто возьму ватную палочку и вот по этим квадратикам, которые образуют ребра жесткости, я вот так их подсмою, чтобы именно внутри квадратиков не было, а в углублениях как раз смывка и оставалась. Теперь настало время опять попылить модель. Я не хочу делать ее прям очень сильно грязной, как это было, например, у меня на КамАЗе с прошлого видео. Я хочу придать, такой все-таки чуть-чуть запыленный дорожный вид. Для этого использую темный пигмент, пигмент темного оттенка от фирмы MIG. Это Industrial City Dirt. Я уже применял его на самосвале МАЗ из позапрошлого видео. И также на сухую наношу пигмент по всей раме. Постараюсь его втирать, но все равно у меня рама матовая, и поэтому все равно пигмент кое-как будет зацепляться. И чтобы пигмент и закрепился одновременно, и пигмент образовал интересный рисунок на раме, я закреплю его при помощи вайтспирита. То есть просто вайтспиритом я буду капать на раму, и грязь будет растекаться в щели. Будет смотреться очень интересно и очень живо. В принципе, как на настоящей машине. Также я запылю пигментами покрышки. Я вобью грязь в протектор, потому что обычно грязь как раз и вбивается в протекторе на настоящей машине. И, в принципе, можно было бы так и оставить, но я решил закрепить пигмент с помощью того же вайтспирита. То есть вайтспирит также проникнет внутрь протектора и закрепит пигмент внутри. И у меня получились вот такие вот покрышки. В принципе, вполне реалистично. И мне осталось поставить покрышки на свои места. Я срезал штырик, который держит покрышки на исходной модели, потому что мне так будет проще надевать уже загрязненные покрышки, потому что грязнить покрышки на готовой модели, на собранной модели не очень удобно, потому что надо все равно вращать как-то, можно не дозагрязнить какие-то моменты, эти незагрязненные моменты будут видны на готовой модели, поэтому лучше сделать загрязнение покрышек на отдельном этапе сборки, и потом уже их надевать. А если будут штыри, то на штыре тяжело натягивать эти покрышки, не предварительно не размягчив их в горячей воде. А если засунуть покрышки в горячую воду, то, скорее всего, пигмент, даже закрепленный при помощи вайтспирита, просто смоется, растворится. И, в принципе, вот так вот у меня выглядит собранная готовая рама с нормальным таким загрязнением, не сильно грязная, но вполне похожа на рабочую машину. Также хочу немножко загрязнить самосвальный кузов КРАЗа, при этом я не буду его полностью грязнить, как будто он только что разгрузился, а оставлю пыль именно в уголках кузова. То есть для этого я вобью пигмент именно строго в углы, и потом его также закреплю при помощи художественного спирита. То есть, чтобы сделать довольно-таки реалистичную модель, достаточно всего лишь сухого пигмента и вайтспирита, и чуть-чуть наблюдательности, где, как обычно, остается грязь. По опыту даже любых машин, просто посмотрите на любую, даже легковую машину. Значит, если вы живете на высоком этаже, то вы всегда можете разглядеть кузова самосвалов, и там как раз вот эта грязь, она забивается в уголках кузовов. Грязь, если вы перевозите снег, особенно это актуально в наше время, в текущее, то снег забивается в углы, и, как правило, если его специально лопатами не выгребать, то вся вот эта грязь и остается в этих самых углах. Далее я решил при помощи металлического пигмента, пигмента с металлическим эффектом, чуть-чуть пожелезнить и сделать кузов более таким железно потертым. То есть дополировать металл, дополировать кузов до голого металла. Это нужно делать на нескольких деталях, не на всех. Я просто беру пигмент на палец и вот так вот пальцем растираю, вбиваю пигмент по граням кузова. Получается довольно-таки интересный такой блестящий, слегка прям блестящий кузов. В принципе, вполне как настоящий металлический кузов. То есть такой легкий эффект металла, поблескивание металла. Я прокрашу маркером от Мачете отражающей поверхности фар,
чтобы потом эти фары уже разместить на кабине грузовика. Смывка высохла, и мне осталось разместить на свое место стекла. Причем интересно, что стекла и передние, и боковые выполнены в едином блоке, при этом у них нет резиновых уплотнителей, но есть рамка у переднего стекла, которую тоже нужно было окрасить вручную в бежевый цвет, потому что рамка бежевая. Это, кстати, характерно для кразов, для моделей МАЗов 200 серии. То есть у них такая, понятно, что это родственные кабины. И, по сути, одно КБ когда-то его разрабатывало, потому что многие знают, что Кременчугский автозавод выпочковался когда-то из Минского автозавода, а оба они в свое время берут начало с Ярославского автозавода, который потом был переориентирован на работу над двигателями. И также мне осталось вставить деталь салона. Я ее даже не красил, я просто обдал черной грунтовкой. Получился у меня такой матовый оттенок. И просто вставляю и заклеиваю эту деталь внутри кабины. То есть вообще легко, без каких-либо проблем. Также я беру деталь крыльев, смачиваю штыри суперклеем и просто вставляю крылья на свои места. Получается у меня собранная кабина. И мне осталось теперь кабину закрепить на раме. Для этого я использую стандартные винтики, благо в этом наборе всего лишь 2 винтика и всего лишь 2 места крепления этих винтиков, и поэтому тупить и ошибаться с винтиком там особо негде. Я беру маленькую отверточку, причем эта отверточка мне досталась от какого-то портворка, который я когда-то пытался собирать. Портворк я забросил, но зато у меня осталась маленькая тоненькая отвертка, которой удобно орудовать с маленькими винтиками. Также на собранной модели мне осталось разместить на свое место заднее стекло. Вот так у меня выглядит кузов после того, как весь пигмент высох. В принципе, получилось очень даже реалистично, мне нравится результат. Теперь мне осталось разместить кузов на свое место. При этом он должен быть подвижным. И, как правило, с кузовами иногда бывают проблемы, бывают сложности. Но, кстати, что удивительно, на этой модели никаких сложностей с смещением кузова, и чтобы кузов показался подвижным, у меня вообще не возникло. То есть мне нужно было пластиковую деталь воткнуть в другую пластиковую деталь слегка в натяг, прям слегка, даже без применения силы. Эти детали у меня не обломились, вставили на свое место, и у меня получился подвижный кузов. То есть вообще просто я даже испытал кайф от работы над этой моделью. И мне потом осталось только железные металлические штыри вставить в ось вращения, и все. И самосвал у меня оказался абсолютно подвижным, то есть и краска вся уцелела. Потом, правда, вот эти штыри я закрасил серой краской, чтобы они не были видны на готовой модели. Мне осталось завершить тонировку модели, и в качестве потеков топлива я буду использовать вот такой вот эффект. Эффект потеков масла, в принципе, хотя масло это не топливо, но по конечному результату должно быть очень похоже. То есть это жидкость от фирмы Pacific 88. Она у меня очень много лет, но я надеюсь, что она не испортилась. То есть вот так вот нанесу. Вот. И чуть-чуть так сделаю потоньше, как бы так вот стекало топливо. Во. Не знаю, насколько похоже на солярку. Но, в принципе, более-менее. Тоже совсем перебарщивать не буду, потому что все-таки, да, действительно такая маслянистая получается поверхность. Ну, будем считать, что это такая солярка, которая испачканная вместе с пылью, грязью, пигментом от фирмы Zip, оттенка сажа, я сымитирую нагар на выхлопной системе, чтобы она не была такой чистенькой. Все-таки такие кразы довольно-таки сильно дымят, пылят. И просто вбиваю. Ну да, пигмент от Zip не так хорошо вбивается в краску, как это делают их аналоги от того же Мига. При помощи пигмента ржавчина для траков или трак Rust я состарю чуть-чуть элементы ходовой части. То есть под комментариями под прошлым видео делали замечание, что диски слишком свежие. Ну, собственно, чтобы вот это исправить, я вот так вот нарисую пигментом ржавые пятна на ходовой части. Чтобы чуть-чуть было так стилистически похоже. Хотя не очень хочу делать совсем старый грузовик.
Вот так вот добавлю таких вот рыженьких акцентов на раму. Вот так вот. Как бы такой небольшой ржавый налет в случайных местах. Ну, получается даже прикольно, кстати. Надо взять на вооружение этот метод, более чаще его использовать. Также проржавлю передний бампер. То есть вот так вот прям тычковыми движениями вбиваю. Получается такая смесь грязи и ржавчины. Да, прикольно, кстати, прикольный результат. Также повторю на этой части рамы. Да, мне понравился эффект, кстати. Да, так что пользуйтесь. То есть особенно на пыльной такой, на пыльной раме очень прикольно смотрится. Такой эффект ржавления. Ну-ка посмотрим, как тут. Да, такие островки ржавчины. Угу. Да. Прикольно. И пигментами закончу образ машины. Я наклеил декаль с регистрационным знаком. Она чуть-чуть выглядит чуть посвежее, поэтому я чуть-чуть пропигментчу знак. Это 21 регион. Кто знает, что это 21 регион, какой конкретно регион России, может быть, кто-то есть из этого региона, можете отметить в комментариях, будет интересно почитать. И чуть-чуть припылю кабину. И вот такой у меня получился результат. Своей работой я очень доволен. У меня получилась очень эффектная модель. При этом сборка заняла довольно-таки мало времени, окраска была очень простой, все очень было просто, все понравилось. Я всем новичкам рекомендую именно модели КРАЗов. Не брать вначале модели, которые изображают автомобили КАМАЗов. С КАМАЗами есть свои отдельные приколы, хитрости, до которых нужно дорасти и испортить парочку моделей, чтобы понять, как с ними работать. А КРАЗы я прям очень рекомендую новичкам. Если вы видите КРАЗ, то смело их берите. Работа вам доставит уйму удовольствия, никаких сложностей нету, все легко, замечательно, и всем вот рекомендуем начинать с КРАЗов или с ЗИЛов, ну, в принципе, с любых капотных автомобилей. Если это видео вам оказалось полезным и оно вам понравилось, с вас лайк, подписка, чтобы не пропустить новые видео. Так что новые сборки модели от АВД скоро тоже будут выходить на этом канале. Пока-пока.